Мы начинаем видеомост на тему «Доклад МАГАТЭ. Возможные последствия». Поводом для организации нашего сегодняшнего мероприятия стал тот самый доклад МАГАТЭ, опубликованный 9 ноября. В мире на доклад генерального директора МАГАТЭ реакция была весьма противоречивая. Соединенные Штаты и европейские страны заявили, что доклад усиливает озабоченность по поводу возможного наличия военной составляющей иранской ядерной программы и создает предпосылки для ужесточения санкций. Россия и Китай высказались против подобной трактовки. В СМИ просочилась информация о том, что в Израиле очень противоречиво отреагировали на данный доклад. Я думаю, что доклад МАГАТЭ в конечном итоге подтверждает, о чем Израиль говорил впервые много лет назад. Иран идет по направлению к ядерным системам, которые спрятаны, секретны, и к тому, чтобы большинство соседних стран и также Европа вызывает эту особенность, они только создают бомбу атомную. И сейчас МАГАТЭ предоставила свидетельство того, сторонние, как готовятся эти системы в секретных объектах, пытаясь скрыть это от мира. Во-вторых, он создает возможность для запуска их и доставки, и их дальность превосходит дальность расстояния от Израиля, и они могут доставляться в Европу и другие регионы. И этот доклад подтверждает, не всякого сомнения, что иранцы обманывали мир в течение многих лет в отношении своей деятельности. И сейчас они очень близко подошли к способности создать бомбу, по крайней мере, в экспериментальном плане. И так гадают только через год, через два, через полтора года они будут иметь такую возможность. И остается только им решить, когда они захотят просто создать ее. Поэтому санкции, которые сейчас будут обсуждаться в ООН, в учреждениях ООН, настолько очень важны. Мы считаем, что в конечном итоге лучший способ убедить Иран сегодня – это путем жестких экономических, дипломатических санкций. Я совершенно согласен с министром Лавровым, что доклад МАГАТЭ – абсолютная констатация тех фактов, которые всем и мировому сообществу, и всем экспертам известны. В этом докладе нет ничего нового, товарищ генерал или господин генерал. Это совершенно точно. Это первое. Во-вторых, доклад МАГАТЭ составлен под диктовкой спецслужб западных государств во главе с Соединенными Штатами. И общий доклад, и приложение к докладу Амана согласовал с Бараком Обамой. Он человек абсолютно зависимый, и МАГАТЭ уже стал инструментом политической манипуляции в руках западных государств во главе с Соединенными Штатами. Давно уже МАГАТЭ не является уполномоченным, вернее, является уполномоченным, но не является независимым органом. Предвзятое отношение к Ирану и ко многим другим странам очевидная стала деятельность этой организации. Это второе. Третье. Совершенно очевидно, что этот доклад нужен был для того, чтобы создать, обработать мировую общественность и под шумок проталкивать через Совет Безопасности очередную антииранскую резолюцию. Воинствующий тон Израиля после этого доклада не случайно был оживлен и активизирован. Потому что Соединенные Штаты через Израиль и через Великобританию, потом еще на дальнем плане еще Франция и Германия собираются не только оказать психологическое и военное и политическое давление на руководство Ирана, но собирается внести такую атмосферу, сделать такую атмосферу, чтобы народ Ирана пребывал в нервозности. И это
они рассчитывают на то, чтобы эта нервозность привело к тому, что народ Ирана, протестный электорат, сплачивался вокруг внутренней оппозиции, и чтобы изнутри развалить нынешний режим в Иране. Я считаю, что ценность этого доклада заключается в том, вернее, приложение к тому, что там собраны материалы, которые отдельно были известны, начиная с 2003 года. Но когда они собраны в одном документе, они, конечно, производят впечатление. Но я здесь хочу добавить то, что, безусловно, в МАГАТЭ должно все-таки по каждому этому пункту, который есть, должно дать все-таки определенные доказательства. И ежели они будут, то, конечно, мне кажется, что позиция и России, и Китая будет несколько изменена. Что касается вообще ядерной программы Ирана, я лично, это мое личное мнение, убежден, что Иран, безусловно, имеет составляющую военную, которая в перспективе должна привести к созданию ядерного оружия. Но я хочу подчеркнуть здесь один момент. Я не думаю, что Израиль будет изготавливать само изделие, то есть в виде, ну, Иран. у них самолетов, Иран, да. У них самолетов носителей нет, значит, только боеголовки. Я не думаю, что они будут делать сами боеголовки. Я думаю, что они хотят подойти к такому уровню развития своей ядерной инфраструктуры, чтобы когда будет политическое решение об создании ядерного оружия, вот тогда они это оружие сделают через 5-6 месяцев, как полагается. Я считаю, что это такой уровень имеют сейчас Германия, Япония, Бразилия, Аргентина и даже Голландия. Но, конечно, у них, у этих стран, которые я назвал, политического решения в ближайшем будущем не будет принято поэтому. И Иран хочет подойти к этому уровню. Я не думаю, что с военной точки зрения это очень опасно, потому что, сами понимаете, военный потенциал Ирана не настолько высок, чтобы он мог каким-то образом соревноваться с военным потенциалом США, НАТО, России и других стран. Но опасность нуклеаризации Ирана заключается в том, что после Ирана, или когда Иран приблизится к тому, о чем я говорил, начнется, так сказать, вернее, вступит в действие, так сказать, принцип домино. И такие страны, как Саудовская Аравия, в первую очередь, в данный момент. Ну, еще Египет, возможно, правда, сейчас там несколько странное положение, сложное. Но, во всяком случае, некоторые арабские страны вполне могут пойти по пути Ирана. Опасность ядерного Ирана заключается в том, что вот расползание такое ядерного оружия или возможность его создания на Ближнем и Среднем Востоке приведет к тому, что вполне вероятно, что у этих стран, как раньше говорили, третьего мира, не всегда будет возможность охранять эти свои ядерные арсеналы, и террористические группировки вполне могут захватить, если не ядерное оружие, то какие-то компоненты, которые потом будут использованы. И третье, почему иранская ядерная программа опасна, это то, что изменится сама политика Ирана на Ближнем и Среднем Востоке и прежде всего в зоне Персидского залива. Я думаю, что вот арабское противостояние, нынешнее арабское противостояние Ирану и особенно стран сотрудничества арабских государств Персидского залива как раз исходит из того, что они чрезвычайно боятся Иран в гораздо большей степени, чем основного своего такого традиционного противника, чем Израиль. И вот эта такая ситуация нуклеаризации Ирана приведет к полному смещению обстановки в этом очень важном регионе. Я много лет изучаю иранскую ядерную программу, много лет читаю доклады МАГАТЭ. Я хотел бы возразить своим российским коллегам в том, что нынешний доклад идентичен тем докладам, которые публиковались раньше. Он не идентичен. В чем различие? Различие в том, что много информации, которая раньше передавалась конфиденциально, то есть
без распространения в средствах массовой информации, она оказалась размещенной в докладе. Раньше такого не было. Насколько она достоверна? Я тоже очень внимательно изучил доклад. Вы знаете, практически вся информация, которая приведена, все-таки ограничивается 2003-2004 год. Да, я согласен, в то время Иран проводил военно-прикладные исследования. Однако то, что Иран проводит их сейчас, вызывает некоторые сомнения. Хотя в то же время некоторые мои коллеги считают, что Иран просто все сделал и сейчас готов идти дальше, потому что у него есть задел. Но говорить о том, что были до руководства нашего государства, в частности, доведена какая-то информация, которую раньше они не знали, было бы неправильно. Эта информация у нас была, она не была, с этой информацией не была знакома международная общественность. Это первое. Второе. Я выступаю за сбалансированный подход к Ирану. В настоящее время Иран не представляет для Израиля ни ядерной, ни ракетной угрозы. Если говорить в отношении ядерной угрозы, для того, чтобы Иран представлял для Израиля ядерную угрозу, он должен иметь достаточное количество расщепляющегося материала, определенной степени обогащения, потому что в настоящее время продвинутой является только урановая программа. И этого материала должно быть достаточно до приблизительно 5 ядерных боезарядов. Если вы посмотрите то, что сейчас имеет Иран, и посмотрите те оценки, которые были сделаны в Лондоне, Международном институте стратегических исследований в Лондоне, то вы поймете, что с учетом того, что потребуется очень много материала именно на первый боезаряд, Иран такого количества расщепляющего материала не имеет даже в виде низкообогащенного урана, в виде гексафторида. Теперь буквально несколько слов в отношении средств доставки. Вы упомянули в отношении иранских ракет. Если мы рассмотрим нынешние возможности по доставке ядерного боезаряда на основе оружейного урана с тех мест, где в настоящее время базируются иранские ракеты «Шихаб-3», то вы поймете, что дальность стрельбы по Израилю конкретно с этого места не обеспечивается. Без перебазирования и даже в случае гипотетического создания ядерного боезаряда Иран с этого места не сможет доставить боеголовку до Израиля. С этой точки зрения говорить о том, что Иран представляет ракетную угрозу, наверное, было бы неправильно. Другой вопрос, что в Иране разрабатываются ракеты «Шихаб-3», которая с этого конкретного места будет обеспечивать досягаемость Израиля. Однако эта ракета на вооружение не принята. Поэтому я считаю, что если говорить о угрозе, то, наверное, можно говорить о каком-то сроке, через который Иран будет представлять реальную угрозу. А в настоящее время я считаю, что Иран не представляет ни ядерной, ни ракетной угрозы Израиля.